Прогуливаясь по улицам Хургады, я встретила замечательную женщину. Она была чудесной девочкой. Мы познакомились, начали общаться, и сейчас я иду к ней навстречу, чтобы познакомить вас. История длинная, даже не знаю, с чего начать. Но если касательно именно доченьки, третьей доченьки, да, потому что есть еще старшая доченька, есть еще сыночек. А по поводу младшей доченьки такая была ситуация, когда мы женились с моим мужем, египетским мужем. Он мне сказал: так, давай только без детей. У него 2 детей, и у меня 2 детей. Он говорит: нас 4 двоих, зачем нам еще? Да. Ну, а вот потом все-таки Аллах решил по-своему, распорядился, да. И пока я сомневалась в первый момент, ну, действительно, для меня это было шоком. Мне уже столько лет было, что я прям решила, что мой вопрос этот закрыт надежно. И вот муж меня уговорил в итоге. На ребенка, да? Да вы что? Да, когда уже это случилось, он говорит: ну давай, пусть будет. Я не знаю, наверное, у него были какие-то свои мотивы, может, он хотел меня покрепче привязать, наверное. Да, вот он почему-то перестроился и начал меня уговаривать. Ну, я думаю, что я и так бы, конечно, никуда бы не делась, но вот этот его посыл, что давай, я буду помогать, я сделаю все, что ты хочешь, и будут у нас бэбиситеры, и будет вилла с садом и все дела. Ну, как бы да. Старался? Это меня уже... Нет, по факту съехал, конечно. Да, съехал. Но вы вместе? Как многие египтяне, когда ребенок уже родился, такой: ну зачем нам новая коляска? Ну вот знакомые отдали. Ну зачем нам вот это, да вот это? И как-то вот так все легко. Да, зачем тебе бэбиситер? У тебя вот мама здесь есть. Ну, как бы вот. Вот так, да? Потом все стало гораздо проще, да. Да. Ну, сейчас нет, мы не вместе, но он участвует в жизни ребенка, очень сильно участвует, конечно, помогает, слава богу. Потому что и здесь, я смотрю, папы тоже есть разные. Вот. Наш из хороших пап. Он оплачивает школу, тренировки, репетитора, просто дает деньги на ее содержание. В общем, да, в этом плане повезло. Он же в Хургаде живет? Да. В Хургаде, да? Я вообще не люблю спрашивать о возрасте, но это самый глупый вопрос. Но ваша ситуация очень пикантная, поэтому я вынуждена спросить, во сколько вы забеременели? Ну, лялечка моя третья родилась, когда мне было 45. Шикарно. Я вообще как бы прикалываюсь с тем, что у меня старшая в 22 родилась, потом сын в 33, и вот мелкая немножко нарушила порядок цифр, не в 44, а в 45 родилась. 45. Ну вот так сложилась моя жизнь. Ну, да. Но вот как бы 40 лет – это такой возраст интересный. Кто-то становится бабушкой, кто-то рожает себе еще детей. Да. Ну, я вот теперь уже и бабушка. А в 40 лет, именно в 40 лет, мы как раз сюда и приехали. Да? Да, с сыном. Ему было 7 лет. У него по здоровью там были очень серьезные вопросы. И, ну, плюс кризис, наверное, среднего возраста меня накрыл. Подумала, что все, теперь уже до самой березки все понятно и ясно. Надо что-то менять. Ну, и да, когда врач сказала, что вам было бы хорошо с ребенком пожить у моря хотя бы год, я подумала, что ну, что я теряю? Шикарно. Всегда могу вернуться. Да, и мы поехали. Действительно, по здоровью ему, ну, как бы проблемы не решились прям вот на 100%. Но лучше стало, слава богу, вырос детеныш. Ну, а тут еще один подоспел. Так что так. Это сколько лет вашей доченьке? Сейчас 11, скоро будет 12. Ну, она такая рослая прям. Нет, есть девочки, ее ровесницы, которые прям крупнее. Ну, красивенькая девочка. Необычная такая, А можно будет кусочки видео вставить с ней? Ну, вот и надо с ней договариваться, да? как надо она... Ней, да, она, в принципе, дама у нас такая артистичная. Любит что-нибудь эдакое показать. То танец придумает, они с подружкой разучивают, да. То сама что-то там, то пока по макияжу какой-то там курс ведет. В общем, такая она, да, непростая девушка, поэтому я не знаю, как она. Надо с ней договориться. Но так вот проглядывается там египетская кровь? Вот в поведении, в характере очень. Что это именно? Упрямство. Упрямство? Такое, да, упрямство.
стремление добиться своего. Вот если Доминировать? ей что, да, обязательно. Меня постоянно тестируют, насколько я прогнусь. Да вы что, да? Конечно. А это вот, я Чуть хотела, ли не с знаете, рождения. это вот особенность современных детей или это же вот особенность местных деток? Ну, скорее у нее сошлось и то, и это. Это и это, Может да? быть. Но я смотрю на ее ровесников, на ее друзей. Нет, они не такие. Вот она вот этим отличается. Такое она прям идет к своей цели. Да? Да, у нее есть тактика, она понимает, она может сказать, ты мной манипулируешь, то есть она умеет сама манипулировать отлично. Да вы что, да? Да. Ну так это, да, это от египтян. Да. Внешне она совсем не египтянка, Да. абсолютно это и помогает в школе, Да. потому что учителя арабского к ней относятся как к иностранке, да, Ну. считают, что она, ну, или немка, или швед, такая светлая девочка, ну, вот она египтянка наполовину. Шикарно. А вот вы тут чем-то занимаетесь? Как проводите время основное? Слушайте, сегодня 11 ноября, Да. сегодня 17 лет, как мы приехали в Египет. 17 лет. 17 лет. Это как так получилось, что мы с вами так вот... Вот Да вы так сложилось. что? Представляете, 11 ноября мы приехали, правда, я до сих пор храню билеты. Надо же, Да. 11 ноября. Вот это у Мгм. вас юбилей такой, да? Ну, вот такая дата красивая. 17 лет. Мгм. Надо же как. Да. Ну вот тянет назад. Обратно? Теперь уже тянет. Теперь уже тянет, да? Да, я здесь уже, в общем, нажилась. Я бы, конечно, бы уехала. На самом Знаете, деле, я но- себя ловлю на том, что мне хочется ковыряться в земле, мне хочется какой-то сад возле дома, мне вот хочется, чтобы яблочко сорвать. Вот мне этого не хватает очень, а вам? Я этого не чувствовала много лет. У меня здесь родители жили с нами 10 лет. Мгм. Поэтому, конечно, они мне очень сильно помогали. И у меня было такое ощущение, что у меня здесь дом. Ну, мама, папа здесь, ну что еще надо? Дети здесь, то есть сын был здесь, младшая, родители, только старшая в России у меня все время живет. Но мы встречаемся, наверное, каждый год, иногда даже чаще. Мгм. То она приезжает, ну, в общем, Мгм. да. И что я хотела сказать? Тянет или не тянет? Да, Вот, да. они уехали. 3 года назад они уехали. И мы теперь к ним ездим каждое лето с младшей. И теперь я чувствую, что меня тянет. Теперь я начинаю их понимать, почему они захотели вернуться. Им очень здесь нравилось. Конечно, мы из Сибири, у Мгм. нас там холодно, а здесь Мгм. все-таки море. Да, Море – да. это вообще мечта, наверное, всех сибиряков. Пожить у Мгм. моря. Мгм. Отец каждый день ходил на пляж. Зиму, лето, неважно. Да, вот он такой. И сейчас где-то у него есть такое ностальжия, когда мы общаемся с ним по телефону, там, и спрашивают, как там море? Как там море? Говорю, ждет тебя. Ну, ему 81 сейчас. О, Вряд ли они молодец, уже молодец. решатся, конечно, снова приехать. Ну, вот так. У вас такой стиль одежды интересный. Это вот вы так под Египет немножечко, или это состояние души так? Это вот ведет иногда, знаете, это одна дама продавала платье, длинное платье до пола. Это натуральный узбекский шелк, там Вау, все дела, да. очень красиво. И я пришла вообще по другому поводу к ней и просто увидела у нее там на вешалке это платье. И я не поняла вообще, зачем оно мне нужно. Я такие платья не ношу. Но я почему-то почувствовала, что мне надо его купить. Да. И я его купила. И оно было до пола, вот такой большой, до Вау. пола. И я пришла, Красота. разрезала его напополам и сделала 2 кофточки. Причем Шикарно. вторая, она вот такого, как здесь низ, вот такого формата, голубая вся. То есть они разные. Очень вот так, красиво. под очень настроение красиво. как-то Да, попалась, да. и ручки Да. приложить чуть-чуть, и очень даже. Да, мы тут так что-то и творим, правда? А тут, Украшаемся, да, правда? выбор-то не сильно большой, Да. на самом деле, да. Привычных нам каких-то одежд особо нет, так что вот прям пойти и купить. Ну, как по мне, очень сложно это сделать. Надо еще пробежаться, показать наши бутики по Каусеру, да? Бутички, да. Да. Ну, там можно рыться, если рыться ходить, да? Редко что-то получается Такое, мне да. найти. Первые годы, может быть, от безысходности, так сказать, да. А сейчас, поскольку я прям каждый год выезжаю, каждое лето выезжаю Так в вот. Россию, да, как-то все-таки там. Мы с мамой или что-то шьем, Да, или что-то даже покупаем. так, Да, у меня мама А. очень специалист в этом деле. А вот как повлиял Египет на вас спустя много лет? Вот что-то поменялось в душе, вот мне интересно. А, Египет подарил вам 3-го ребеночка. Да.
Спасибо. Да, потому что Да. я вот уже говорила, еще раз повторюсь, что многие женщины даже с диагнозом бесплодия здесь беременеют. Да, я тоже это слышала. Ну. Тоже это слышала. То есть, Мгм. получается, у вас ребеночек, прекрасная девочка, а вот ваши ощущения жизненные. Ну, мы когда еще приезжали сюда туристами с сыном, мы разговаривали с одной русской девочкой на пляже, она работала, и мне было очень интересно. Мне по те поры казалось, это немыслимо уехать в другую страну. Ну, как-то вот тогда вот так воспринималось это все. И я у нее спрашивала, что как, почему, что привлекло, как ты смогла. И вот она мне тогда сказала, мне так понравилось, что они здесь никуда не торопятся, что они живут спокойной, расслабленной жизнью, что они все, по сути, философы. Меня это зацепило. И потом вот все там свои события плюсом, полгода, наверное, мы с сыном думали, собирались, решались. И когда мы все-таки решились и приехали, первые годы, наверное, мы жили в ощущении постоянного счастья. Честное слово. Мы выходили на улицу вечером, там вот на наш Шератон, это тогда еще были куча мусора, грязно, ужасно. Мы были настолько Класс. счастливы. Я не знаю почему. И мы тогда с ним рассуждали, что вот, может быть, мы нашли свое место. Знаете, вот у каждого же есть свое место, Да, где да, ему да, хорошо, да, где ему да. комфортно. Ну да, вот может быть что-то такое. И да, действительно, вот это отношение к жизни египтян, когда малиш, бокра иншалла, Да. после нашей, вот, знаете, беготни, вот этой суеты постоянной, строгих каких-то дедлайнов, вот эта работа, это прям, да, расслабление, задумаешься о вечном, да, переоценишь что-то. Это да, это повлияло. Вот я тоже думаю на эту тему, что Египет действительно учит расслабляться. Расслабилась ли я за 5 лет жизни? Я не знаю, я не уверена. Может, если только совсем чуть-чуть уменьшила скорость. Ну а те, которые приехали на отдых, которые просто расслабляются, отдыхают, я думаю, да, здесь действительно можно расслабиться, почувствовать вкус жизни и насладиться каждым мгновением. Ну, плюс, конечно, замужество с египтянином. Много чему научила. Чему? У меня просто этого не было, скажите, очень интересно. Ну, вдруг он тоже посмотрит это видео? Вряд ли. У него тоже много друзей из русских, они ему покажут наверняка. Ну, я ничего плохого про него и не скажу, и не сказала бы, даже если бы он и не видел это видео. Сложные люди египтяне все-таки. Сложные? Ну, вот как по мне, все непростые люди, да? Нельзя сказать, что русские там Вани все сплошные, наивные, а египтяне такие хитрые, вывернутые. Но, может быть, мне так досталось. У меня муж очень непростой. Я думаю, что не вам. Нет? Ну, я смотрю на своих там знакомых, подруг. Есть очень хорошие примеры, чудесные там мужья, хорошие семьи. Но, опять же, каждому, да, пришло, что должно было прийти, свой какой-то урок. У меня, видимо, вот так вот. Меня научила чему жизнь с египтянином? Терпению. И, наверное, что лично мне не хватало, пониманию, что нужно действительно вот отстаивать свои границы. Да, мне этого не хватало. Это, наверное, ну так вот то, что в итоге привело к тому, что мы расстались. Но они они по своей сути, в основном, большая часть, они нарушают границы. Да. Это их особенность. Я не знаю, может быть, и то есть, значит, много. Неумение чувствовать границы чужих? И нежелание их чувствовать. Нежелание. Вот это ключевое слово. Я думаю, что нежелание. Наоборот, ему, наверное, нравилось, что я не особо себя защищаю, что я позволяю там что-то от себя требовать и все такое. Ну, вот это. Я долго терпела, а потом, когда терпение закончилось, получилось, что все, брак развалился. И если бы я с самого начала обозначила, где, как и что, может быть, мы бы и смогли. Потому что человек хороший, и я человек очень хороший. Мы по отдельности оба очень хорошие люди. У них есть такой момент, что надо держать, границы. Да, но это поможет, наверное, в отношениях с любым человеком, и с египтянином, и с другим, и с мужем, и с кем угодно. И, в принципе, может быть, это моя особенность, мое слабое место было. Сейчас я, конечно, это прям очень сильно проработала. Проработала, да? Хорошо, вот смотрите, а вот в вашем окружении есть люди, которые знают вас давно и просто такие вежливые и не нарушают границы?
Есть же, да? То Да, есть, конечно. получается, есть люди, которые прекрасно чувствуют границы другого, правильно? Да. То есть они сами по себе не нарушают ничьи границы. Нет, наверное, да, наверное, такие люди есть. И я сама, анализируя себя, поняла, что со многими друзьями я эти границы выстраиваю. Выстраивали, Да. Мгм. А с мужем почему-то нет. Почему-то я очень зависима становлюсь от мужа и прощаю многие вещи, которые не надо прощать. Да, и потом постепенно, да, постепенно же все Постепенно, происходит, да-да, да. С постепенно. друзьями мы же встречаемся, периодически, и мы всегда как первый раз, так сказать. Мы Да, все да, равно да, себя помним, да. А с человеком, с которым мы живем постоянно, день за днем, по чуть-чуть, по миллиметру, он Да-да-да-да. на нашу территорию заходит, Да, и в да. какой-то момент мы обнаруживаем себя, опа, он может сказать все что угодно, он может Да, как угодно там да. себя повести. А вы кто по профессии? Ох, сложно очень. По профессии я, по первому диплому я учитель английского языка, по второму диплому, да, я экономист-менеджер. Да, работала я много кем, особенно здесь. В России я работала основную часть жизни в банке, в коммерческом банке, да, и там даже успела карьеру построить. Да. Да, Видите, как интересно. да. Ну, просто вот где я жила в том городе, там очень тяжелая экологическая обстановка, и ребенок у меня там не мог быть, прям критически. Это что у него было? Астма. Астма. Мгм. То есть, получается, Египет номер один для этого дела, да? Ну, многие излечиваются. С Излечиваются. ним немножко не так прошло, но хотя бы, слава богу, да, что получше стало, что живем, и слава богу, называется, да. Мы были вынуждены тогда уехать из своего города, мы год прожили в другом городе, где было получше, но все равно доктор сказала, вам бы на море. Вот, поэтому вся моя карьера закончилась в этот момент, и мы поехали. Ну, а здесь уже, конечно, я работала и учителем русского языка для иностранцев, и риэлтором, и гидом. Да, Всё конечно, попробовали. конечно, Ну да. Да. Супер. А И сейчас чем занимаетесь? сейчас, слава богу, старшие дети помогают, поэтому нет такой прямо проблемы Супер. зарабатывать, да. Но все равно сейчас вот могу даже похвастаться немножко, да. Я нашла, наверное, 2 своих занятия, такие, которые мне очень нравятся и которые можно монетизировать, как сейчас модно говорить, да. Да, я вот как бы макраме очень Ух ты, люблю, какая очень люблю, да, и я много чего делаю. шикарная сумочка. Да, и сдаю в магазин. То есть в свободное время я делаю то, что мне нравится. Потом я не люблю вот это вот продавать. Я уношу в магазин, и там оно потихонечку продается. Копеечка, приятно. На следующие материалы, как бы, да, хотя бы. Вот. А еще мне очень нравится, поскольку и диплом позволяет, да, и люблю я это дело, я стала давать уроки русского языка иностранцам. Класс. Да, и мне реально это нравится. Я умею объяснить. Язык у нас, знаете, такой нелогичный, очень сложно донести до иностранцев наши все нюансы. Мне это нравится. И я занимаюсь онлайн, когда хочу, с кем хочу, как хочу, да. И тоже я и кайфую от этого, и денежки получаю. Шикарно. И понимаю, что я помогаю людям, что тоже как бы имеет значение, правда? Да. То есть я так понимаю, если люди будут интересоваться, то ваши координаты давать, верно? Ну да. Сколько-то я возьму еще. Не хочу себя сильно загружать, честно говоря. Да, у меня как бы и ребенок, да, еще, с которым тоже еще нужно ухаживать, заниматься которым нужно. Да, уроки веду с удовольствием. Ну, шикарно. То есть вы такая счастливая, реализованная женщина. Слава богу. Да. Видите как? Слушайте, интересно все-таки женщины устроены. Я к тому, что все мы в какой-то период жизни приходим к творчеству. Я вяжу, кто-то там макраме, сережки, вот у нас девочки делают. Да. Вот как-то так. Но тут очень много вот тех, кто занимается ручной работой, да? Ну, потому что здесь нет рынка труда такого обычного, да? Да. Где там в каких-то классических занятиях женщины могут себя проявлять. Мне кажется, вот это подталкивает. Я занималась, когда еще мы жили 2 года в Каире, делала мыло. Да, и тоже я достигла хорошего уровня в этом. Я прям такие чудеса делала. Да. А потом мы переехали в Хургаду обратно, и как-то ушло это.
Да, я тоже вязала много, но потом случилась травма от вязания, кстати. От вязания? Да, очень серьезная оказалась травма, да. А вы что вязали, сумки? Ну, я вязала конкретную вещь, которую нужно было связать быстро и очень такой тугой вязкой. И случилась травма, сказали, нужно операцию делать, все плохо, да. Вот, вязать я перестала, обошлась без операции, год и Сустава, месяц да? я разрабатывала, сухожилие воспалилось. Сухожилие? Да. Вот, обошлось без операции, но как только я беру крючок в руки и начинаю вязать, оно снова дает о себе знать, поэтому с вязанием пока все. А вот это, понимаете, это и профилактика артрита, да? И медитация какая-то. И главное, Покажите, вот что- так. ну, это как бы моя сумка, которую я уже давно шикарно, связала, она уже вся шикарно. такая И ноская жиденькая. какая, да? Ну да, она стирается хорошо и носится, как бы, что не носилось. Да, Очень красиво. да, я разные вещи делаю и очень кайфую от этого. Вот, да, вязала, шить могу. Да? Вышивать могу, Да да. вы что? Все могу. То есть вы правда. такая на все случаи жизни, Ну, знаете, мне кажется, вот особенно с предыдущего поколения русские женщины, да, которые прошли там еще, зацепили Советский Союз, 90-е, все на свете. Ну, такие вот гвозди из них можно делать. Да, Да. муж у меня египетский очень часто удивлялся, как мы можем вывернуться из какой-то ситуации, где, наверное, ну, не каждый мужчина так вывернется. Ну, просто жизнь такая была, Ну, согласитесь. Советский Союз надрессировал же нас. Да, да, Правда? ну да, 80-е годы и 90-е 90-е, годы правда. было очень тяжело, поэтому, ну как-то же мы же выжили. Мы как спецназ. Закалились, да. Закалились. Да, многому научились, да, закалились, перестали страдать от проблем, научились решать эти проблемы. Ну, ой, не дай бог, чтобы это пригодилось на Да, самом да, деле. да, Да, не да, хочется. да. Это же просто, вот оно есть, этот багаж, и волокёшь его с собой по жизни. Светлана, на море ходите? Вот как ваш день проходит? Ну, в 17 лет мы здесь уже живем, ходим мы на море. Иногда, Нет, да? конечно, очень редко, да, очень редко. Пока вот сыну нужно было море, мы старались, конечно, каждый день с ним выходить, пока он был маленький. Ребенок, когда вот этот родился, девочка, мы с 2 месяцев с ней на море, практически каждый день были, представьте, до 3 лет. Потом она пошла в садик, ну, тоже выходные или после садика обязательно. Да, было. Ну, а потом главный наш двигатель ходьбы на море. Дедушка уехал когда, ну, мы совсем расслабились. В этом году мы приехали вот с отпуска в конце августа, и на море сходили, ну, наверное, раза 3 сходили еще успели, пока была теплая вода. Слушайте, это вот особенность тех, кто тут живет долго, да? Да, Это мы расслабляемся, потому что море рядышком. море рядышком, да. Ну, опять же, когда мы жили в Маркосиахе, у нас был свой пляж, мы ходили, конечно, чаще. А сейчас, когда нужно каждый раз куда-то выбраться, заплатить, ну, оно не то, чтобы там прям денег жалко, но это уже немножко другая ситуация. И да, вот здесь я считаю маленький минус, что здесь нет бесплатных пляжей. А может быть и не маленькие, да? На самом Да, деле. потому Может что в быть, и не Турции я маленькие. жила в Анталии 2 месяца, там такие пляжи шикарные, и переодевалки, и туалеты, и все чистенько, ходят, убирают. Да. Ну, как-то Да, так, в Китае мы были, там тоже пляжи бесплатные. Ну, как так, да? Какой бы вы дали совет женщинам, которые хотят переехать сюда жить? Очень много интересуются, там после 50 лет. Ну, вот так вот. Совет прям, ой, ну я не прям аксакал советы раздавать, но просто могу как бы свое мнение, конечно, сказать. Очень даже, почему нет. Женщины после 50 приезжают, да, почему бы нет. Действительно, очень тепло, море, которое много болезней излечивает и просто в тонусе держит, да. Я сама знаю много женщин, семейных пар знаю, которые приезжают сюда или на зиму, или прямо живут здесь. Если есть такое желание, надо приехать и попробовать. Вдруг понравится, и можно остаться, да. Плюс женщины, которые, не то чтобы это способ, не поймите меня правильно, да, называется, не то чтобы способ забеременеть и родить ребенка, но на самом деле это же много где говорят и пишут, что да, при бесплодии помогает вот солнце, море или в целом климат, или я не знаю, что здесь работает, но я тоже знаю несколько человек, которые отсюда увезли беременность. В смысле, приезжали сюда с мужем, со своим, же не то, чтобы это местные джигиты горячие. Вот. Вот. Именно здесь, казалось бы, с тем же самым мужчиной, с которым там много лет
всякие попытки бесплодные и всё такое. А тут раз и все получилось. Конечно, это вариант. Правда? Да, Вот. да, И пробуйте. пожить можно, правда? Вот. Да, и пожить можно в том плане, что жизнь здесь не то чтобы дешевая, раньше была Легче. дешевая, Раньше было. оно морально как-то полегче, посвободнее. Но опять же, валенки не нужны, да, уже на этом сэкономишь. Шорты, майка практически весь год можно проходить, да. Ну и отношение к жизни, знаете, очень важно. Я вот, кстати, вспомнила, я был период, работала на корабле гидом, и был у нас мальчик от компании «Трансфермен», и такой вот он грустный. Молодой, там лет 20 с небольшим ему было. И говорю, а что ты грустишь? Вот, у меня это плохо, это плохо. И меня тут что-то понесло. Не то, чтобы я это придумала и решила сказать. Меня просто реально понесло. Я говорю, смотри, давай я тебе расскажу про свою жизнь. Я живу в чужой стране. Далеко от своих там, друзей, от семьи, от близких. Мне приходится снимать квартиру. Мои-то годы в чужом доме живу. Мне приходится работать. Работать-то еще и за копейки. Ну, зарплата небольшая, да? Ребенок у меня болеет. Жара это меня достала. Пожалей меня. Такой, да, такое лицо сделал. Я говорю, смотри. Теперь другой вариант. Я живу в шикарной стране, в теплой. Я уехала из Сибири. Я на связи со своей семьей и с друзьями, потому что сейчас это уже не проблема, да? У меня есть где жить. У меня есть работа, которая меня кормит. Ребенку моему здесь полегче. Вы знаете, он на меня смотрел квадратными глазами. И я не знаю, почему я это говорила, но я сама в этот момент поняла. Настолько все зависит от того, как ты смотришь на одну и ту же ситуацию. Вот все в голове, правда? Да. Это факт. Поэтому, сейчас даже мурашки, да? Сумничала, видимо, и прям такая сама прониклась. Вот, да. Поэтому можно, наверное, и в Сибири жить и радоваться, как вот сейчас мои родители живут. Можно и здесь. Так что не теряйте оптимизма, не теряйте, да, позитивного отношения к жизни при любой ситуации. Приезжайте, приезжайте. Вы знаете, сколько нас приехало 2 года назад мужчин? Не будем, конечно, эту ситуацию обсуждать. Но я в тот момент встречала сына, и когда из самолета вышло там, не знаю сколько, 350 человек, из них там 5-6 женщин, остальные мужчины, я поняла размер событий. Ну, шикарно. Ну, наверное. Да. В общем, если вам нужно спасаться, то бегом сюда. А тут уже, мне кажется, без нашей подсказки столько спасающих. Ну и хорошо. Да. Смотрите, когда я сюда уехала, мой отец был очень против. И когда он мне звонил, мне все время говорит, что ты в этот нищий Египет попёрлась. Он такой недовольный был. Через какое-то время он решил приехать посмотреть, как мы тут живем. И так повезло, видимо, ему, что он приехал вечером, и мы ехали по Мамше. Тогда, вот 16 лет назад, это уже было очень красивое место, все подсвещенное, такое все яркое, красивое, пальмы, отели. Ну, хорошо выглядело. Мне кажется, вот это первое его впечатление, оно прям поменяло его отношение. Больше я никогда не слышала «Нищий Египет». И он вот сам с удовольствием потом приехал и здесь жил. И вся моя семья, по сути. Сестра с детьми практически каждый год приезжает. Старшая дочь с мужем и с ребенком, я же бабушка уже, естественно, да, тоже приезжают, каждый год, а бывает и 2 раза в год. Может быть, это не самое шикарное место, может быть, это не Мальдивы, не Сейшелы. Но здесь очень хорошо. Отдыхать здесь хорошо. И море действительно очень гостеприимное, скажем, и интересное, да, теплое и красивое. И люди, которые хоть пытаются там что-нибудь вам лишнее продать, слушайте, в любом курортном месте есть люди, которые вам что-то будут продавать, да, на тех же Сейшелах и где угодно. Поэтому это самый такой, наверное, доступный вид отдыха, вариант отдыха, да, самый недорогой. И в то же время действительно вы отдохнете, расслабитесь, прогреетесь, накупаетесь, оздоровитесь, укрепите иммунитет. Что я рекламу какую-то даю. Так и есть. Так и есть, да? Я уже 3 года рекламу Египту делаю. Нет, жить здесь постоянно, наверное, хорошо, если у вас есть возможность уезжать на лето. Потому что июль-август, конечно, время
который не всем нравится Да, на самом деле. Тяжеловато, да. А вот как сейчас, ноябрь, я очень люблю зиму в Египте. Я зимой не хочу никуда уезжать. Плавать так люблю. Комфортно. В холоде. Да, вот люблю. Египет зимой очень люблю, да. Так что да, приезжайте. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайки. Ну и самое главное, нажимайте на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о моих новых видео. Со мной всегда интересно. Пока-пока. До скорых встреч в Египте.